Не так давно я выложил на своем YouTube канале и на канале Яндекс.Дзена обзор вот этой печки. И сегодня я решил сделать еще один более расширенный обзор, так как мне написал несколько человек в личные сообщения, мне написал человек на YouTube комментарий: покажи, как это работает, то есть как твоя печь работает, как происходит регулировка тяги, как происходит регулировка пламени. И сегодня я решил это сделать. Кто не смотрел первое видео, я оставлю ссылочку на то видео в описании, можете там тоже посмотреть. Но расскажу предысторию. Значит, эта печь, она была сделана непосредственно по моему индивидуальному заказу. Сделал ее мне мой отец с моим дядькой. Они занимаются металлом, занимаются сварочными работами. То есть это сделали мне на заказ. По поводу размеров подробных я в конце видео обязательно их все покажу. Полностью все размеры, все устройство этой печи. Сейчас я предлагаю сделать что? У меня казан на 8 литров. Я налью в казан 5 литров воды, и мы посмотрим, за какое время эта вода закипит, и посмотрим, как работает механизм регулировки, насколько можно контролировать процесс. Поэтому давайте приступим непосредственно к испытаниям этой печи. Но прежде чем я продолжу, обязательно напишите комментарий, понравилось вам это видео или нет. Поставьте лайк, если оно вам было полезно. Подписаться на канал обязательно не забудьте, поставить колокольчик. И ссылочку на свой Яндекс.Дзен я также оставлю в описании, для того, чтобы у вас была возможность подписаться на мой канал там. Итак, мы начинаем испытывать печь. Итак, 5 литров воды мы вылили. Теперь разжигаем огонь и будем ждать, пока это закипит. Я засеку время примерное, чтобы было понимание, сколько вот такое количество воды, 5 литров воды в моей печи, в моем казане закипает. Обязательно нужно открыть зольник. Приоткрываем не обязательно сильно, так как чтобы был приток воздуха. Кстати, печь очень быстро разгорается из-за того, что идет хороший продув. Одним из главных критериев был у меня, чтобы зольник открывался отдельно. Но это правильно. То есть так должно быть. Все, сейчас разгорается. Так, все, ребят, ждем, пока дрова разойдутся. Вода уже начала нагреваться, поэтому засекаем время. Так, у нас сейчас 13:33. Как только вода закипит, я вам скажу, какое время будет на данный момент. Так, ребят, у нас основные дрова. Первая партия дров уже так разгорелась. Теперь загружаем печь по полной. Прошло 3 минуты всего, и у нас вот разгорелись дрова. Сейчас мы ее прям нагрузим по максимуму. Когда нужно что-то пожарить. Бутылка упала. И давайте закинем еще пару больших поленьев, таких брусочков. Все, теперь вот печь загружена. Зольник открыт, дровницу закрываем. То есть печь саму закрываем. Смотрите, ребят, на максимуме. Вот я накидал дров. Идет отличное горение. Здесь зольник приоткрыт. Печь всегда закрыта. То есть идет отличное горение, отличная тяга. Вода еще пока, конечно, не закипела. Прошло пока 10 минут. Все, ждем. Итак, народ, прошло 19 минут. Процесс закипания начался в 13:52. Вот смотрите, уже начался процесс закипания. Это если учесть, что на улице -6. Вот так работает турборежим. То есть зольник приоткрыт. Заслонка в дымоходе открыта полностью. 19 минут и 5 литров воды начали вскипать. Прошло 3 минуты. 13:55. Ребят, полный процесс кипения. Видите, все бурлит. Конечно, немного ближе к трубе бурлит больше. Понимаете, да? Там температура выше. Туда тяга вся идет. Но, тем не менее, в процессе приготовления это никак не влияет. Ничего там, еда не подгорает. Теперь давайте сделаем следующее. Вот зольник у нас открыт. Мы наполовину закроем заслонку и посмотрим, убавится ли процесс кипения. То есть это вот примерно вот так наполовину.
И смотрим, пламя уменьшится. Да, пламя немножечко уменьшается. Чтобы еще уменьшить, можно закрыть зольник. Закрываем зольник и смотрим. Смотрите, процесс кипения идет, но гораздо меньше. То есть уже среднее кипение. И пламя, видите, осело. То есть регулируется все достаточно быстро. Теперь закрываем полностью заслонку. Вот, закрыто. Все. И закрываем печь. Ну, как видите, кипение идет только теперь по краям. Ну, практически пропало. Еле-еле кипит. И печь, видите, она потухла. Ну, практически. Просто когда я приоткрываю, начинает поток воздуха. Зольник тоже, если нужно совсем потомить, то есть зольник прикрываем, чтобы воздух не поступал. Ну, можно чуть-чуть приоткрыть. Смотрите, я сейчас не подкидываю дров. Просто открываю обратно заслонку. Ничего не подкидываю. Открываю зольник. Давайте посмотрим, разгорится ли она или нет. Вот смотрите. Я все открыл. Ничего не подкладывал. И эти же дрова, которые минуту назад не горели, опять начали гореть. Ребят, все работает отлично. То есть контроль идет, ну, просто колоссальный. Казалось бы, это не газ, да, то есть подачу газа здесь никак не уберешь. Тем не менее, ну, физика. Все, я сейчас все убавляю. Смотрите, заслонку закрыли, зольник закрыли и наблюдаем, что будет с пламенем. Пламя тухнет, но из-за того, что у нас открыта дверь, видите, оно все меньше и меньше. Закрываем печь. Ну все, вот если надо томить, пожалуйста. Вот, буквально прошло опять какой-то 30 секунд, и пламя полностью потухло. Итак, мы с вами увидели, как работает печь, как можно все контролировать, как можно регулировать полностью процесс приготовления. А теперь давайте перейдем непосредственно к размерам. Я покажу все размеры, что из чего сделано, как все работает. Высота печи у нас получается 88 сантиметров. Высота ножек 38 сантиметров. Высота самой печки без ножек 50 сантиметров. Диаметр печи у нас 40 сантиметров. Далее следует первое проставочное кольцо под меньший диаметр казана. 35 сантиметров внутренний диаметр. Наружный диаметр 45 сантиметров. То есть ширина этого кольца 5 сантиметров. Толщина этого кольца это десятка, 10 миллиметров. Но это если кому надо. То есть это кольцо используется проставочное. Наружный диаметр печи 40. Это под большой казан. Под непосредственно мой казан я ставлю вот это кольцо. Также было изготовлено проставочное кольцо под меньший диаметр посуды. 24 сантиметра внутренний диаметр у нас получается. Это под маленький казан
под сковородки, ну, под любую другую посуду. Здесь толщина у нас двойка. Это двойка. Так, теперь переходим к дверцам. У нас получается форма печи круглая. Значит, высота двери под дрова у нас, ну, примерно 18 миллиметров. Ширина, если брать по полукруглому диаметру, где-то 28 примерно. Соответственно, колосник здесь одинаково, все то же самое. Высота двери колосника 10 сантиметров. Петли самые обычные, недорогие петли, видите, приварены. Все отлично работает. Соответственно, диаметр проема чуть-чуть больше, на пару миллиметров с каждой стороны. И сзади приварен, ну, типа коробки, как дверной проем, чтобы при закрытой печи щели не оставалось. Стенки печи изготовлены из листа 3-миллиметровой стали. Ну, это уголки приварены непосредственно под переходные кольца, чтобы их можно было крепить, чтобы они не двигались. Далее, это у нас получается рабочая поверхность печи. Дальше, ниже, под уголком, который приварен внутри, это у нас зольник. Значит, смотрите, высота печи 34 от уголка. На этот уголок опускается, ну, непосредственно решетка зольника. Сейчас я покажу ее. Выглядит решетка таким образом. Из обычной арматуры сварена, да, то есть по кругу. Ну, диаметр зольника там уже под печь надо подбирать, так чтобы он туда входил. Здесь получается 39,5 миллиметра. То есть нарезана мелкая арматура, видите, даже не ровно, просто все вручную сварено. Была загнута арматура под данный размер печи, и к нему уже приварена просто арматура. Арматура здесь у нас, по-моему, 8, это 8 миллиметров. Дымоход сделан из трубы 9 миллиметров. Обратите внимание, сгон у нас полукруглый. На моей старой печи был сваренный под 90 градусов из трубы, которая была под 45 обрезана. Здесь нашли полукруглый сгон. Он, конечно, естественно, лучше. К этому сгону просто наварили еще кусок трубы для того, чтобы на него одевать жестяную трубу дымохода. Она изготавливается под любой диаметр на заказ, то есть здесь ничего сложного. Так, теперь давайте поближе посмотрим, как устроен механизм регулировки. Здесь приварено такое кольцо импровизированное. Все сделано своими руками. Ось диаметром 6. Здесь это даже не ось, это большой длинный просто болт. Он проходит насквозь. Там, видите, были накручены гайки, и к ним приварена пластинка, которая немножко поменьше диаметром, так, чтобы был ход. Ну, то есть вот так это работает. Ни с какими пружинами мы заморачиваться не стали. Нас это, в принципе, и так полностью устраивает. Данный механизм в процессе приготовления не сильно нагревается. За вот данный болт вполне можно регулировать подачу тяги. Также у нас с противоположной стороны получается выход дымохода от верхнего края примерно 4 сантиметра. То есть вырезано отверстие. Вот шов, как прокатывали лист, видите, да? Здесь было вырезано, и сюда уже приварен дымоход. Здесь самые обычные задвижки, даже не задвижки, а просто заслонки. Одел, и все. То есть все достаточно скромно, просто, но в то же время все это работает. Я надеюсь, теперь я ответил на вопросы ребят, которые спрашивали, как это все работает, как эту печь сделать.
Для чего? Напомню, ссылочка еще раз там в описании по первому обзору. Может быть, я что-то здесь упустил. Там можете посмотреть тоже про эту печь. Да, и еще чуть не забыл. Ниже в описании, ребят, я подобрал для вас с Яндекс.Маркета, с Яндекс.Биру товары, которые необходимы для приготовления. Там вы всегда можете приобрести себе чугунный казан, любую печь. Также там сейчас идут по скидке ножи Самура с очень хорошей скидкой 59%. Ребят, сам пользуюсь этим ножом, поэтому обязательно рекомендую, перейдите по ссылочке и посмотрите товары, которые там представлены. В общем, как-то так. Вот такая печь. Пишите комментарии. Ваше мнение очень интересно по поводу этой печи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.